Это свершилось, дорогие друзья. Наконец-таки Konami объявили официальную дату релиза полной версии eFootball 2022. И более того, рассказали о содержимом этой самой полной версии. Не прошло и нескольких месяцев, как мы получили официальную информацию от Konami, и в рамках сегодняшнего ролика предлагаю поговорить о ней поподробнее. Когда выйдет версия 1.0.0, что она изменит и чего стоит ожидать. Устраивайтесь поудобнее, но перед началом я напомню вам, чтобы вы не забыли поддержать этот ролик своим большим пальцем вверх, подписаться на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить следующие ролики на нашем канале. Ну и не будем долго тянуть, и давайте приступать. Но перед тем, как мы приступим к нашим новостям, хотелось бы рассказать о киберспортивной организации PES Makers, которая участвует в турнирах по серии PES в формате 11 на 11, и у которой имеется собственная академия. Реальный киберспорт его в чистом виде. Уже скоро команда примет участие в очередном турнире под названием Torneos и приглашает всех неравнодушных следить за ходом этого турнира. А если вы хотите податься в киберспорт и связанный с PES, то у них есть собственная академия, о чем я упомянул ранее, и в которой можно попробовать собственные силы. Ссылка на ребят будет внизу в описании под этим роликом. Перед официальным анонсом со стороны Konami было очень много различных слухов и домыслов по поводу этого самого анонса, когда он случится и когда будет объявлена дата релиза игры. И что самое интересное, за сутки до того, как Konami о ней объявили, появились слухи о том, что Konami выступит в четверг и объявит, что уже через неделю, в следующий четверг, выйдет полная версия игры. Так оно и произошло, только со скидкой на один день. Объявление произошло не в четверг, как сообщали об этом ранее, а в среду. Konami в своем твиттер-аккаунте объявили о том, что 14 апреля 2022 года версия 1.0.0 наконец-таки релизнится. И на своем официальном сайте они расписали, что да как будет с этой самой полной версией. И давайте же ознакомимся с этой информацией. Прежде всего идет небольшое оправдание со стороны команды разработчиков, что они немного поспешили с релизом этой сырой версии, с тем, что они прислушались к мнению игроков, как оно всегда и бывает, и попытались сделать то, что мы так долго ждали. Что же касается улучшений и новых функций в версии 1.0.0, так это возвращение прессинга. Konami заявляют, что они наслышаны о проблемах в защите и о том, что игрокам достаточно трудно обороняться, а поэтому для защиты они представляют несколько новых механик, в частности, прессинг, сопровождение соперника и оттеснение корпуса. Скорее всего, это означает, что нынешний корпус изменится, и мы получим то, что наблюдали в New Football Game, когда проходило тестирование серверов. Также разработчики отмечают, что они получили немало жалоб касательно передач в игре, и стоит отметить, что иногда передачи и вправду уходили в молоко, а поэтому они изменили пасы в игре. Я понимаю, насколько трудно описать это в тексте, поскольку нужно попробовать самим и как оно будет выглядеть на деле, но разработчики обещают, что они улучшили адресацию пасов, улучшили алгоритм принятия решений искусственного интеллекта и также изменили его работу при перемещении искусственного интеллекта при получении передач. Также Konami заявили, что они немного переработали дриблинг, и теперь игра более четко реагирует на отклик левого стика, когда вы применяете финты. Ну и теперь игроки должны лучше отзываться, когда вы нажимаете кнопку рывка. И, судя по всему, также изменения претерпит и тактическая сторона игры, поскольку упоминается о добавлении таких функций, как смена тактической схемы, указание игрока, автовыбор, подтактика, управление данными и так далее. То есть все то, что было в предыдущих частях PES. Спустя долгое количество времени Konami впервые заговорили о режимах в своей игре. И в частности, они упоминают о режиме Creative Teams, который получил новое название – Команда Мечты, ну или на английском Dream Team. Как и упоминалось в отдельном ролике про этот режим, это своеобразное ответвление режима My Club, и если я все правильно понимаю, исходя из этого описания, то этот режим — этакая смесь My Club и Мастер Лиги Онлайн, которая ранее присутствовала в серии игр PES. Ну что же, поживем увидим, осталось всего ничего. Также Konami проговорились в своем твиттер-аккаунте, что в четверг спадает эмбарго, а поэтому мы получим первое впечатление от СМИ, которые приняли участие в тестировании eFootball 2022, и, возможно, первые кадры полной версии игры. А поэтому в четверг нас ожидает ничуть не меньше новостей, а того и больше. И это была вся официальная информация от Konami по поводу версии 1.0.0, которая ожидается уже в следующий четверг.
в комментариях под этим роликом, я буду рад узнать ваше мнение по поводу всего услышанного, ну и в целом, как вам подобные изменения. Не забывайте поддерживать этот ролик своими лайками, поскольку повторюсь, что именно ваша активность помогает продвижению как роликов, так и канала соответственно. Ну а если вы находитесь здесь впервые, то я бы порекомендовал вам подписаться на этот канал и прожать колокольчик для уведомлений. Я всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!